Надо думать, вы уже знаете, что известный в определенных кругах блогер и коуч Арсен Маркарян решил на свою дурную башку вернуться в Россию, где сразу был задержан и заключен в СИЗО по крайне экзотической статье об оскорблении памяти защитников Отечества. За весь 24 год по этой статье осудили всего 11 человек. Откровенно говоря, Маркарян нас сегодня интересует только как пример далекого от публичной политики человека, который был убежден, что знает, как работает российское государство. Был убежден, что выучил правила игры, что он может спокойно вернуться в Россию и его не посадят. Маркарян не первый такой. На днях при возвращении в Россию за донаты в БК был задержан известный блогер, продавец модной обуви Никита Ефремов. До этого аналогично съездила на родину Александра Митрошина. Слава богу, не в СИЗО, а пока под домашний арест, но с перспективами тюремного срока. Словом, случаев таких немало. Еще больше, понятное дело, людей непубличных, которые тоже решили, что опасность миновала и пора заканчивать свою затяжную эмиграцию, которые вернулись с таким же исходом. Очень важно для жизни сейчас отдавать себе отчет, с каким государством мы имеем дело. Опасно попадать в заложники собственной иллюзии безопасности. Об этом сегодня и поговорим. Считается, что с точки зрения взаимодействия с российским государством нет ничего хуже, чем быть политическим активистом. Потому что сначала ты официально признаешься врагом, позже иноагентом, и в обозримой перспективе и с высокой вероятностью становишься фигурантом уголовного дела. На самом же деле у нашего положения есть целая куча преимуществ. Во-первых, мы точно знаем, что мы враги текущей российской власти. Точно знаем, что дальше паспортного контроля по территории Российской Федерации вряд ли куда пройдем. Во-вторых, мы это государство не просто так уже четверть века изучаем, не просто так за ним следим, анализируем и делаем выводы. Что бы нам ни говорили, какими бы крышами ни хвастались, как бы ни божились, что, мол, все порешают и везде отмажут, мол, нас совсем-совсем не посадят, а встретят хлебом с солью и с президентским помилованием, мы понимаем, в 100% случаев это все чекистская разводка, чтобы засунуть нас в СИЗО. Мы эти чекистские разводки слышали и наблюдали на протяжении всего времени, пока жили в стране, на протяжении всех лет эмиграции. Мы, торчащие погоны на плечах тех, кто нам мед в уши заливает, видим за версту. В-третьих, мы отдаем себе отчет в том, что происходит на самом деле. Существует категория людей, которые совершенно иррационально ждут какой-то оттепели, при которой все эти иноагентства, уголовные дела за фейки, массовое назначение террористами и экстремистами окажутся эксцессом военного времени, за которым скоро последует разрядка. Ивана Урганта вернут на Первый канал, Би-2 даст концерт в Кремлевском дворце, откроются Икеа и Юникло, все волшебным образом откатится в 23 февраля 2022 года. Все уголовки и розыски испарятся. Если вы послушаете нечто вроде интервью Артемия Лебедева с Амираном Сардаровым, то обнаружите, существует прямо отдельная линия государственной пропаганды, направленная на убеждение людей, что возвращение к нормальности уже вот-вот случится. Что все, кто уехал, просто совершили ошибку, просто перебздели. Что границы открыты и им ничто не мешает вернуться. Опять же, мы, персонажи политические, цену всем этим разговорам знаем. Даже если представить себе сказочную реальность, в которой Путин заключает в объятия Зеленского, выводит войска с оккупированных территорий и заканчивает войну, за этим последует не оттепель, а только усиление репрессий внутри страны. Все чекисты, которые сегодня заняты войной, организуют фильтрационные лагеря на оккупированных территориях, шьют сроки подросткам за поджог распределительного шкафа на железной дороге. Если все эти чекисты освободятся, они будут не пасьянс-паук на рабочем компе раскладывать, а ходить по всем, чьи дела откладывали на время войны в дальний ящик. Окончание большой войны с неизбежным возникновением вопросов, а чего это вообще такое было, с неизбежной угрозой нестабильности, с точки зрения уголовок, политических и не только, это момент куда более опасный, чем сама война. Надо сказать, что пропаганда скорого отката к нормальности не на пустое место направлена. Многие люди от отъезда сильно страдают. Кто-то не смог устроиться на новом месте, живет в общежитии или снимает квартиру с друзьями в 35 или вообще в 45. А в Москве пустует собственная квартира в неплохом районе, ждет знакомая работа, родители и друзья. У кого-то жена пилит, требует вернуться, у кого-то пожилые родственники не могут ездить, у кого-то ребенок от предыдущего брака, и невозможно с ним встретиться, потому что он в России. А кто-то просто не может наладить жизнь в незнакомой среде.
Такие иммигранты на каком-то этапе начинают отфильтровывать всю негативную информацию, отписываются от каналов типа нашего, а позитивные рассуждения про легкую возможность вернуться, наоборот, ловят и собирают. И через какое-то время оказываются в реальности, где не так уж все и страшно в России, и можно ехать назад. Проблема заключается в том, и это опять же отличает любого политического активиста или журналиста от человека не до такой степени вовлеченного, что активист в курсе о своей уголовке. Ведущие телеканала «Дождь», даже если у них нет открытой уголовки прямо сейчас, знают, что она может появиться в любой момент. Люди же не вовлеченные могут не подозревать, что скриншот их репоста фотографии из Бучи 3-летней давности давно уже подшит в уголовное дело, которое только ждет своего фигуранта. В чем самая главная подлость всего этого обширного уголовного преследования за донаты ФБК? В том, что обычный человек, если он только не занят пугающим микроменеджментом собственной жизни, не вспомнит, переводил он кому-то 500 рублей в сентябре 2021 года или не переводил. Но даже если человек посмотрит этот ролик и предыдущий наш ролик об этом всем, пойдет в свой мобильный банк, обнаружит там перевод на 500 рублей, то, скорее всего, он просто не поверит, что до этой херни, которая была 1,5 жизни назад, еще до войны, кому-то есть дело. Что эти 500 рублей реально конвертируются в конку следственного изолятора. Что возвращение в Россию ему заказано. Это настолько неестественно и нелогично, что чтобы сделать правильные выводы, нужно обладать специальной подготовкой и специальными навыками. То же самое касается публичных лиц. Ты бьюти-блогер, коуч, продаешь курсы или кроссовки, со стендапами выступаешь. С политикой, в общем-то, рядом не стоял. Ну, может быть, в первые дни войны написал, что убивать людей скорее плохо, чем хорошо. Может быть, шутку о ветеранах СВО на концерте в Ереване рассказал. Может, опять же, в Украинский гуманитарный фонд $50 перевел. Или в интервью что-то не в достаточной степени лояльное ляпнул. Такому человеку очень легко продать идею, что, дескать, да кому ты вообще сдался? Ты же митинги не организовывал, на снаряды ВСУ не донатил. Чего ты там в своем Дубае, Тбилиси, Лимассоле сидишь и теряешь доходы и проедаешь сбережения? Езжай домой, ничего не будет. Легко продать человеку идею, что его иммиграция – решение не просто невыгодное и иррациональное, а в какой-то мере даже инфантильное. Нужен ты этому кровавому режиму, Солженицын комнатный, с рекламой ноготочков и шутками про тещу? Кем ты себя возомнил и чего такого напридумывал? В окружении таких людей всегда появляются друзья, приятели, возлюбленные, которые им все это рассказывают. Иногда их внедряют, а иногда они просто сами откуда-то берутся. Из уст таких друзей все это звучит очень логично. И ситуация, когда можно будет принять на пограничном контроле вот этих тех, кому рассказывают, остается только делом времени. Именно это произошло с Александрой Митрошиной, с Арсеном Маркаряном, с другими селебрити разного калибра, которые вернулись в Россию как минимум под домашний арест, а то и сразу в СИЗО. У каждого из них был добрый друг, убеждавший, что все безопасно, что со всеми крышами все порешали и можно возвращаться. Или селебрити наслушались публичных кретинов, которые сами себе сидят, например, в Бразилии и носа не кажут, но всякий раз твердят о милосердном диктаторе, который простого труженика капиталистического труда пальцем не тронет. Здесь прервемся на небольшую рекламу. Кто из вас выезжал за рубеж за последние 3,5 года, тот знает, иногда довольно сложно обойтись без карты. В одной стране билет на поезд без нее не купишь, в другой за жилье не заплатишь, в третьей сумку с кэшем под футболкой приходится прятать от воров. Отели бронировать нужна карта, аренда машины тоже. А те, кто уже живет за границей, понимают, нужна еще и запасная карта на случай, если, например, счет в Европейском банке вдруг заблокируют. Открыть зарубежный счет и получить карту вам поможет компания Phenomenal. Ее специалисты знают, в какие банки подавать, чтобы вы могли не только открыть счет, но и пополнять его переводами с российских карт. С Phenomenal вы получите карту быстро и легально. Компания не нарушает российских законов о конфиденциальности данных. Оформление происходит дистанционно, без посещения иностранных банков. И по лояльной цене, с возможностью оплатить уже после изготовления карты, которые доставляют в любую точку мира, прямо к вашей двери. Phenomenal также научилась оформлять карты крупного банка Казахстана с бесплатным обслуживанием и работающим Apple и Google Pay. Мультивалютная карта открывается за один день. Для открытия гражданину России понадобится действующий загранпаспорт. Пополнять такую карту вы сможете через российский банк-партнер или через любой иностранный счет.
И сейчас, если назовете менеджеру Phenomenal промокод CATS, вы сможете оформить такую карту со скидкой за 19 990 рублей вместо почти 30 тысяч. Скидка эта действует только до конца дня, так что поспешите. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. На этом месте нужно мне обратиться ко всем аполитичным селебрити, которые ввиду своего образа жизни и деятельности, может быть, не совсем понимают, с каким государством имеют дело. Дорогие друзья, 24 февраля 2022 года жизнь изменилась для всех. Изменилась окончательно и бесповоротно. До этого действительно нужно было себя как-то особенно проявить, чтобы государству стало интересно вас преследовать. Тогда медийность сама по себе была защитой, ведь рядовые товарищи майора справедливо считали, что лучше палки себе фармить без скандалов. Мало ли, дочка большого генерала ваша преданная фанатка. Потом проблем не разгребешь. Да, бывали счастливые времена, когда можно было раздавать политические интервью и в кино с государственным финансированием сниматься одновременно. Репостить Навального и в следующем посте рекламировать Сбербанк. Времена эти прошли. Теперь государство хочет видеть вас, таких красивых, богатых, успешных и популярных, в судебном аквариуме. Это важный сюжет для пропаганды. Распутные звезды-предатели, которым бы только развлекаться и на майбахах гонять, пока страна воюет. Все они оказываются прижаты к ногтю, публично осуждены, и теперь вместо буябеса будут хлебать баланду. Это важная привилегия силовиков. Теперь не нужно ходить за высочайшие санкции, чтобы свернуть сколько угодно большую звезду в бараний рог, что, понятное дело, существенно повышает статус самих силовиков. При таком раскладе любой рядовой чекист оказывается важнее любой большой звезды. Никто от этой привилегии не откажется, наоборот, аппетит будет приходить во время еды. Особенно в стране, управляемой чекистами. Самая плохая новость. Не существует реального способа проверить, завернут вам ласты на границе или нет. Даже если у вас есть настоящие, а не мнимые и неподосланные контакты. Даже если большой полицейский генерал ваш лучший школьный приятель. Даже так, ваш собеседник вполне честно может не иметь ни малейшего понятия о том, что на Лубянке на вас уже лежит дело. Он может даже не узнать, что на него самого там лежит дело. Если вы думаете, что у вас есть какие-то крыши, защитники, источники, что за вас договорились и все проверили, или что вы пробив там какой-то заказали и увидели, что на вас нет флажков, взгляните на грустные лица заместителей министра обороны на скамье подсудимых. На губернаторов, на олигархов, которые еще недавно владели целыми регионами. У этих людей друзья точно покруче ваших. Каждый из них в бане с половиной кремлевского населения парился. И вот когда их только брали в оборот, не нашлось человека, который хотя бы за пару недель весточку бы кинул, подмигнул бы особым образом, кашлянул бы в нужную сторону, дескать, вали или не возвращайся из командировки. Ничего похожего, наоборот. Самых высокопоставленных персонажей с самыми связями-пересвязями берут так, что те чихнуть не успевают. Не то что убежать. Люди с официальным доступом к гостайне и большими погонами на собственных плечах месяцами находятся в разработке по уголовным делам, и об этом ни сном, ни духом. Так что не рассказывайте себе сказки, не слушайте их от знакомых. Даже Мишустин и Набиуллина узнают о своих уголовках только по характерному щелчку браслетов на запястьях. Никто никаких гарантий сегодня не дает. И более того, чем активнее вам пытаются внушить, что опасаться нечего, тем выше вероятность, что вас нарочно выманивают. Мы сегодня не говорим о самом Арсене Маркаряне, потому что про него особо ничего и не скажешь. Это не герой нашего романа. Довольно мерзкий пассажир, построивший карьеру на разжигании ненависти и презрения к женщинам. Персонаж из нижнего интернета, не вызывающий ни малейшей симпатии. Если бы он не уехал прямо сейчас в СИЗО, то просто не было бы такого повода, чтобы мы вообще стали о нем говорить. Заслуживает ли этот фрик тюрьмы? Конечно, нет. Российской тюрьмы вообще мало кто заслуживает. И уж точно быть фриком из интернета и собирать вокруг себя таких же – не преступление. В интернете вообще полно фриков. Кому-то форма Земли покоя не дает, кому-то с лунным заговором носиться обязательно необходимо, кто-то питается лучами солнца, а кто-то с девочками дружить не научился. И на этом наживаются вот такие вот специфические спикеры, убеждающие аудиторию, что это не им нужно найти работу, выучить пару шуток и не рассказывать на первом свидании о своей коллекции пупочного войлока. А что, мол, вся проблема в девушках, которые не ценят завидных кавалеров, живущих на 5-м десятке лет с родителями.
Ну, дай бог им, в общем-то, здоровья. Вот еще на 4-м году войны персональное дело каких-то мудил разбирать. Нам Маркарян может быть интересен только как прецедент. Как очередной человек, так и не понявший, что живет в очень свирепое время. Время, которое определяется не тем, что программу Урганта закрыли, YouTube фурычит только с VPN, а завезенный кружным путем Мерседес нужно перепрошивать. А тем, что нет больше никаких красных линий и неформальных правил, нет никакого списка смертных грехов, которых просто нужно избегать, и тогда все будет в порядке. Ты не знаешь, за что притянут, и рискуешь не узнать даже после того, как в лагере все здоровье оставишь. В свирепое время вдруг оказывается, что закрытая вечеринка, где взрослые люди тусят в смешных костюмах, это без 5 минут государственная измена, за которую нужно разрушить карьеры всем участникам, заставить их каяться, а кого-то и в спецприемник кинуть. Оказывается, что публичность больше не защита, а повод для уголовного преследования. И опять же, невозможно заранее предугадать, что из этой публичности будет объявлено враждебным уже сегодня, хотя еще вчера не вызывало никаких вопросов. Случай по типу Маркаряна – лишний повод для сотен публичных и сотен тысяч непубличных людей наконец осознать. Возврата в 23 февраля при нынешнем режиме нет. Да, государство прикладывает огромные усилия к нормализации и рутинизации всего происходящего. Целый жанр пропаганды направлен конкретно на иммигрантов. Чего вы там сидите в своей Германии со штрафами за убийство редкой пчелы или в Тбилиси с платными лифтами? Посмотрите, какая у нас тут красота, с круглосуточными доставками и аперолем, которым хоть ноги мой. И по номеру телефона можно денежку скинуть и лицом покупочки оплатить. Какая война? Какие репрессии? Это все дела давно минувших дней. Всем пофиг. Все быльем поросло. И мозг этой идеи вторит. Сколько уж лет-то прошло? Кому до меня есть дело? Пора возвращаться. Но надо держать в голове, что реальность свидетельствует об обратном. 22-й год в смысле репрессии, причем для всех, от бьюти-блогера до олигарха и министра, был гораздо безопаснее, чем 25-й. Репрессивного законодательства стало больше, применять его стало проще, норм приличия и внешней законности стало меньше. А еще гораздо меньше осталось низковисящих фруктов. Политики, активисты, журналисты, все очевидные враги российского режима, которые еще водились в стране в 22-м, к 25-му уже либо уехали, либо сели. А чем меньше остается врагов явных, тем активнее будут искать и находить врагов скрытых. Когда заканчиваются те, кто работал в условном ФБК, начинают идти по тем, кто донатил. Когда закончатся и эти, частично сядут, частично посмотрят нас и уедут, пойдут по тем, кто просто мимо проходил. Это неизбежное развитие репрессивного процесса. На каждом новом витке от будущего зэка нужно будет меньше активности. Чем дальше, тем сложнее будет угадать, каким таким действием или словом вы перед российским государством провинились. В каких списках врагов и подозрительных лиц вы уже состоите. Не забывайте, в слитых базах данных есть отдельные пометки для выехавших в первую неделю войны, во время мобилизации и во время мятежа Пригожина. Вы, может, уже и забыли, как на Верхнем Ларсе 2 суток в очереди стояли, когда Родина хотела вас призвать. А Родина не забыла. У меня нет никакого права вам говорить, что, мол, продолжайте бегать курьером по Мюнхену и сидеть в социальном жилье. Ни в коем случае не возвращайтесь в свою чудесную квартиру на Бауманской. Забудьте свою прошлую жизнь. Нет. Я призываю лишь к адекватной оценке собственных рисков и к осознанию, риски от возвращения в Россию будут только расти. Нет никаких оснований думать, что они будут снижаться, а ждать оттепели наивнее, чем добровольной отставки Путина прямо сейчас. До завтра.